Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Полезные советы». Сегодня мы поговорим о возможности диагностировать заболевания по внешнему виду уха. Возможно ли диагностировать заболевания по внешнему виду уха? Действительно, ухо умеет рассказывать о недугах своего хозяина. Диагностирование болезней по изменениям форм, цвета уха и тому подобное называется аурикулодиагностикой. Наблюдательный человек, наверное, заметил, что по форме наше ухо напоминает эмбрион в утробе матери. Условно называют: мочка уха – это голова, а ушная раковина – туловище. По форме уха определяют и генетическую основу здоровья человека. Если у человека ушная раковина больших размеров, без каких-либо патологических изменений, то это говорит о том, что в него заложено крепкое здоровье, что все органы и системы его организма работают слаженно. Если ушная раковина маленькая и имеет некоторые дефекты, это означает, что генетическое здоровье человека ослабленное. У него есть проблемы на уровне функционирования внутренних органов и систем. Здоровая ушная раковина должна быть бледно-розового цвета, как вообще кожа человека. Если на коже уха появляются пигментные пятна красного или коричневого цвета, это означает, что в организме человека нарушены обменные процессы, что нарушился минеральный состав крови, плохо функционирует печень, другие внутренние органы. Наличие складок на мочке или морщин на участке кожи перед ушной раковиной говорит о том, что человек страдает атеросклерозом и что болезнью поражены сосуды. Обычно такие изменения происходят в возрасте после 40 лет. Чрезмерное количество морщин перед ухом свидетельствует о том, что в организме человека развивается опухоль. Если меняется цвет ушной раковины от розового до красного, или если от прикосновения повышается температура уха и оно краснеет, это признак нарушения функции вегетативной нервной системы. Такой человек склонен к гипертонии. Его нервная система легко возбуждается, он раздражительный, неуравновешенный. В случаях, когда кожа уха бледная, когда при прикосновении отмечается снижение температуры ушной раковины, это также дисфункция вегетативной нервной системы, но такие люди склонны к головокружениям, гипотонии. Ухо разделено на определенные зоны. Основная – это завиток, на котором более 20 точек, позволяющих диагностировать болезнь и лечить. Следующая зона – противозавиток. Дальше – ушная раковина, бугорки, вырезки и так далее. Все отделы ушной раковины имеют точки, которые выполняют определенные функции. Всех точек на ухе свыше 150. Каждая связана, как внешняя антенна нашего организма, с определенными внутренними органами и сигнализирует о состоянии этих органов. Как именно диагностируют болезни? Врач специальным металлическим щупом, можно даже спичкой или палочкой, легкими прикосновениями проходит все зоны уха. Если есть определенные нарушения в функциональном органе, то человек будет ощущать в соответствующей точке боль. Обследуются обе ушные раковины, внешняя поверхность и поверхность, так сказать, задняя, то есть, образно говоря, спина уха. Кстати, именно задняя поверхность уха представляет спину человека. По болевым признакам на этой поверхности диагностируются болезни позвоночника. Точка на мочке уха, где женщины любят ее прокалывать для ношения украшений, отвечает за глаза, поэтому врачи против прокалывания. Если разминать эти точки, лечится зрение. Через некоторое время человек чувствует, что видит лучше. Если, например, человек потерял сознание, то ему можно растереть уши, и он придет в сознание. На Востоке довольно распространены утренние упражнения – массаж ушной раковины. То есть в течение 3-5 минут следует разминать, сгибать-разгибать ушную раковину. Если ребенок не может заснуть, рекомендуется нежно поглаживать его уши, мочку уха. Однако такая процедура должна быть короткой. Если нежный массаж ушей делать долго, он вызовет обратную реакцию.
Сделаем некоторые выводы. Итак, если мочка уха начинает меняться, вы ощущаете утолщение в ней или морщины, складочки на ней. Это сигнал о патологии в организме. Если морщины на мочке, это свидетельствует о развитии атеросклероза. Если много морщин перед ухом, может означать, что начинается онкологический процесс. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе следующих видео. Благодарю вас за внимание и до новых встреч на канале «Полезные советы».